Шаббат шалом. Наслушалась я еврейских раввинов и решила излить душу в шаббат. Да, себя оправдываю немножко. Хотя говорю, шаббат не говорить, но Бог так мне дал. Получила откровение, сразу выхожу в эфир. За кого умирал Христос? Вы знаете, Бог долго думал, как раздать людям таланты. Вот я слушала еврейскую одного историка, она русскоязычная, но она еврейка и не стесняется своей национальности, это достойно. Вот, ну и она говорит на разные темы, очень широкий кругозор у человека, конечно. Вот. Ну и меня заинтересовала ее тема о... она рассуждала о сотворении мира и цитировала разные направления, то есть у разных народов какие есть легенды, как сотворен был мир. Ну, это любопытно, конечно. Господь везде и во всем, и Он чудесен. В этих откровениях я много себе получила. Вот. И вот такой религиозный центр Дельфы, там, где у подножия горы Парнас, известный своим оракулом, Дельфийский оракул и храм Аполлона. Многие люди хотят иметь таланты, хотят быть успешными. Вот, и вот в греческой мифологии тоже есть свои такие боги, которые распределяли таланты. Вот. И, например, у этого Кастальского источника, который наполнял священная вода, да, священные стены. Вот. И еще одно место, где как бы получались таланты, это Кассатида. Вот. И в сокровенную часть храма, где находился оракул, никто не мог входить, кроме жрицы-вещательницы Пифи. И что самое интересное, что с VI века до нашей эры этих Пифий было 3. Вот. И она отпивала глоток воды из священного ручья Кассатиды, жевала листья священного лавра, садилась на золотой треножник над расселенной скалы. У древних авторов было принято объяснение, что экстатическое состояние, в которое впадала Пифия, сидящая на треножнике, было вызвано дыханием ядовитых испарений, поднимавшихся из расселенной скалы. Ядовитых испарений. Да, можно говорить об экологии много, очень много. Вот, но меня волнует все-таки экология души. Потому что отношение человечества – это очень важно для нашего будущего. Так как я проповедую жизнь вечную на земле, поэтому я ратую за то, чтобы наши отношения исцелялись. За кого же умирал Христос? Оказывается, яркий пример. За кого умирал Христос, показали наши патриархи. Вы знаете, кто такие патриархи? Это 12 сыновей Иакова. Но кто читал Библию, тот знаком с этой историей, когда сын любимой жены Иакова, Иосиф, якобы он был любимым сыном Иакова, он ему пошил и дал разноцветную одежду. И кроме этого он еще и доносил, можно сказать, отцу своему на его братьев.
Вот сыновей Валы, Зелф — это наложницы, служанки, 2 жен Лии и Рахили, да. Так вот, за кого умирал Христос? Вот это вот человеческая натура, да. Иосиф доносил на братьев, братья его ненавидели. Он рассказывает им сны, которые снятся ему, не стесняется, да, говорит: вот у меня снопы приснились, и ваши снопы поклонились моим стопам. Потом второй сон, что ваши там что-то еще поклонилось, звезды поклонились моим звездам, моей звезде. Ну, в общем, вот такие отношения. Ну, и братья возненавидели Иосифа, и однажды решили его даже убить. Родные братья. Вот так в жизни складывается. Это, понимаете, это Бог показывает натуру человеческую. Это же не просто так. Это же не пришел сатана там, и ожесточил сердце. Просто это вот так складывается отношения везде. Во всех отношениях. Во всех сферах так складываются отношения. На работе, понимаете, где-то есть. Кто-то кого-то любит, не обязательно отец. Может, начальник кого-то превозносит, и другие завидуют. К сожалению, это констатация факта, понимаете? Христиане, не христиане тоже завидуют, понимаете? Те, кто изучает Библию, тоже завидуют. Это беда. И как нам дальше с этим жить? Ну, единственная надежда, что у Иосифа спас брат старший Рувим. Он решил как бы немножко их перехитрить, сказал: давайте не будем его убивать, а давайте не будем проливать крови, а давайте просто кровь там убьем барашка, смажем его одежду кровью, а сами его продадим рабство, так я поняла. Ну и в общем. А Иуда сказал братьям своим: что пользы, если мы убьем брата нашего и скроем кровь его? Пойдем продадим его измаильтянам. А руки наши, да, не будет на нем, ибо он брат наш, плоть наша, братья его послушать. Вот такая ситуация. Вот 2 брата, Рувим и Иуда, спасли Иосифа. Все остальные готовы были убить. Такая ненависть была. Да, ну, все прекрасно знают, наверное, чем закончилась судьба Иосифа. Он имел большой талант, оказывается, сны его были действительно пророческими. И в Египте он прославился. И когда-то, что самое интересное, видите, он превозносился, он доносил на братьев, но и он, благодаря ему, они стали жить, потому что на их земле был сильный голод. Вот такая ситуация. Когда он увидел своих братьев, он сильно заплакал. Он простил их, понимаете. Человек богатый, с достатком, имеет такое уже дерзновение простить братьев, не обижаться. А перед этим что происходит? Тут еще, это 37 глава Бытия, а в 38 рассказывается об Иуде, который отделился от своих братьев. И тут тоже характеристика людей, понимаете, что у него были 3 сына, один Ир, другой Онан и третий Шела. Вот. И Иуда был в Хизиве, когда она родила его, эту Шеву. И получается, он взял первенцу жену Хамарь, а он умер, этот Ир. Не угоден был перед очами Господа. И тогда Иуда сказал: Онану, войди к жене брата твоего, женись на ней, как деверь, и восстанови семя брата твоего. Анан сказал, что семя будет не ему. И потому, когда входил к жене брата своего, изливал на землю, чтобы не дать семени брату своему. Вот такое тоже отношение было интересное. Такое упрямство у людей. Ну и это зло было перед очами Господа, и он тоже умертвил этого Анана. Вот. Ну, а если вы знаете, чем это дальше закончилось, что Фомарь, оставшись без наследников, она обманула своего свекра, притворилась какой-то блудницей, переоделась и имела с ним близость, с своим свекром. Вот такое сердце человеческое, везде слава какой-то, вот такой вот, понимаете,
Ну, что сказать? Яркие грехи в Библии описаны, что сложно в это поверить. Все-таки христианство перевернуло мозги людей. Бог научил нас любить, но прощать не всегда. И, к сожалению, зависть – это очень разрушительная сила, с которой сложно бороться. Вот, и хоть Бог дал вот таланты, история – это интересная штука. Таким образом, Он нас хочет утешить. Но таланты от Бога, и не когда-то заканчиваются. В этом проблема. Не зря вот описано вот это вот Пифия, что она от какого-то яда получала. Я не знаю, это что-то значит все-таки. Почему от яда? Ядовитые испарения. Это тоже о чем-то говорит. Это говорит о том, что не все у Бога так просто, понимаете? Если наука, все это держится на откровениях Божьих, а люди этого не понимают, то они возгордятся. Им будет очень сложно смириться с тем, что это все заканчивается, что это было не их. Я вот тоже вхожу в эфир, когда получаю откровение, я признаюсь, что это не мои мозги работают над темами, там, допустим. Может, я не так хорошо говорю, но что-то же говорю благодаря Богу. Понимаете? И что Богу сделать, чтобы люди не завидовали? Ведь получается, из-за предательства люди попадают в рабство, согласитесь? Ну вот, из-за того предательства, что предали, вот можно говорить красиво, там Иосиф занял там какую-то должность в Египте, там прославился, хотя он там и в тюрьму попал, потому что хотела его соблазнить жена египтянина. Вот, но этого Патифара, царедворца фараонова, или как там получилось, или это он к фараону попал. Неважно, но факт один. Я так понимаю, из-за предательства, из-за зависти мы сами попадаем в рабство. Понимаете? Вот я даже не смотрю на своем предприятии. Есть конкуренция. Кому дадут работу, кто пойдет домой, допустим. Хорошо, что нам сейчас всем платят как-то. А раньше так было, что люди оставались без работы. И получается, люди просто выкладывались по максимуму, чтобы друг перед другом проявить себя, понимаете? Перед начальством проявить себя. Из-за этого планы растут. Никто нас не жалеет, понимаете? Поэтому мы сами причина того, что мы в рабстве. Мы сами причина. Вот и Бог показал на этих 12 наших патриархах, что из-за зависти человечество попадает в рабство. Из-за зависти. Я сегодня послушала, как недавно погибли в шахте 50 человек, 51. Я послушала, BBC вроде взял интервью у одного, который остался в живых, и он говорит, как к нам относится начальство. Они нас считают за рабов. Что начальник, что замначальника. Вот. И ночные смены, эти ребята ж погибли ночью, понимаете? То есть вот это рабство, это жадность, она накрывает нас, понимаете, накрывает, мы устаем. И вечности в этом нет. Я просто говорю, что вечности в этом нет. В таких отношениях нет. Надо все менять на корню. Абсолютно. А как это делать, я не знаю. Ведь Бог давал нам людей, которые критикуют Маркса, Ленина. Я смеюсь. Я вот изучаю историю, вот я не зря сейчас эту историка, но у нее свои отношения, у нее к Ленину плохое отношение, примерно. Она говорит, что он хотел поражения своему правительству в войне. Вот. Да, это нехорошо, но война – это плохо. И я считаю, что у Ленина плюсы, что он нашел мир. Это очень хорошо. Развилась гражданская война, но это же не его проблема, это уже неизбежность, потому что не хотели давать власть. Большевик не хотели. Вот. И что я хочу еще сказать? Я говорю, у Ленина можно найти много недостатков, но то, что он наконец-то
простые люди начали учиться и так далее. То есть, ну, конечно, революция во всем можно найти минусы, но в истории всегда были войны. Если даже христиане развивали войны, то почему обвинять Ленина в этом? Вот. Ну, я удивилась, когда узнала, что, оказывается, Сталин каким образом сделал себе карьеру. Он превознес свою должность, которую он занимал, секретаря, оказывается, да. Я думаю, откуда секретарь взялся? Он был каким-то там секретарем, да, генеральным, там, допустим. И он как бы принял закон, что ты генеральный секретарь, это самая важная должность в стране. И таким образом он возглавил государство. Вот это для меня было, конечно, интересное откровение. Вот так вот хитро люди рвутся к власти. Вот. И да, история, да, интересная наука. И так как я верю в реинкарнацию, то, конечно, эм, нам будет открываться наши прошлые жизни. И очень любопытно, кого Бог спасает, кого обвиняет. Вот. Я считаю, что люди, которые боролись в защиту бедных, Богом приветствуются, потому что красной нитью через все псалмы проходит именно блажен, кто заботится о бедном. Это истина. Потому что проклят всякий, кто держит плату наемника. Вот. И я благословляю всех, кто ищет Бога. И я хотела бы, чтобы у нас были люди, которые не боялись говорить правду в глаза священникам, которые решили, что Бог можно прославить только в богатство. Это очень серьезное заблуждение, это лжеучение, которое просто отводит людей от святого Бога. Еще раз повторяю, Иисус родился в хлеву. Иисус был положен в ясли. Ясли – это такое деревянное корыто, откуда едят животные в хлеву. Такая информация у Бога о том, что Он хочет от человечества. Скромности. Жадность погубит нашу Вселенную. Жадность погубит, потому что не хватит на всех. Не хватает. Жизнь многогранна. Любите ее. Ищите Бога. Будьте благословенны.